Здравствуйте! В этом видео расскажу о том, как правильно начинать движение на механической коробке передач. Один из самых интересных вопросов для начинающих водителей. Вот об этом я сегодня вам расскажу. Основные ошибки, основные способы, которые применяют инструктора, и на что стоит ориентироваться, чтобы вы начинали движение и автомобиль у вас не глох. Чтобы понимать вообще, как автомобиль начинает движение, надо знать немножко техническое устройство, то есть как автомобиль работает и какой принцип применен для того, чтобы автомобиль начинал быстрое движение, допустим. Внизу под видео будет ссылочка, которую я вам рекомендую сначала посмотреть, потом продолжить смотреть мое видео. Ссылка будет на принцип работы сцепления, то есть одной из самых важнейших, так сказать, педалей, да? Поэтому смотрим сначала видео и возвращаемся сюда. Какой же принцип применен в автомобиле? 3 педали, существует 2 ноги. Да, это говорит о чем? Это говорит о том, что одна нога у нас выжимает 2 педали. То есть это, конечно же, правая нога. Правая нога у нас на газ, на тормоз, левая нога на сцепление. То есть, если говорить по педалям, то слева идет сцепление, посередине тормоз, справа газ. Да? Также есть панель приборов, которая показывает тахометр, спидометр. Тахометр отвечает за обороты двигателя. Да? То есть, если вот посмотреть на него, существуют стрелочки, такие отделения, 1, 2, 3, 4, 5. Это 1000 оборотов, 2000, 3, 4 и так далее. То есть, когда двигатель работает стабильно на холостом обороте, да, его называют холостой ход. На данном двигателе это 850 оборотов, по-моему. Как раз видно, да, что чуть ниже единицы стрелка держится. Как раз это холостой ход, когда двигатель работает стабильно, не глохнет. Педаль газа отвечает, да, за что? Педаль газа, она как раз и отвечает за обороты двигателя. Если проще говорить, то за мощность двигателя. То есть, чем дальше вы нажимаете на педаль газа, видите, да, тем выше обороты вырастают. Рабочие обороты примерно до 2000 оборотов. То есть, если мы, так сказать, учимся спокойному стилю вождения, ну, в автошколе его и учат, то до 2000 оборотов это те обороты, которые вы будете использовать. Чтобы привыкнуть к педали газа, можете просто нажимать на газ, подпускать. Там зафиксировали, 1500 подпустили, да, несколько раз. Потом 2000 также зафиксировали, отпустили. Потому что в начале обучения ни мышечной памяти нету, и машины все разные. То есть здесь электронная педаль идет, она помягче. Вот. На более древних моделей, так сказать, там другая схема была. Тросиковая педаль газа. Если, ну, ладно, не будем, так сказать, удаляться в эти технические вещи. С газом все понятно. Чем дальше мы нажимаем, тем больше оборотов двигатель выдает, тем мощнее он становится, если проще говорить. Педаль тормоза тоже. Чем сильнее мы на нее нажимаем, тем сильнее автомобиль у нас будет тормозить. Вот ошибки начинающих водителей, они сразу пытаются ее в пол нажать. Да? То есть, конечно, этого делать не нужно. Чем плавнее вы нажимаете, у педали тормоза есть рабочий ход. То есть, когда машина начинает затормаживаться, ногу надо просто задержать. Если хотите быстрее становиться, тоже чуточку нажали там, и приотпустили, когда машина вот-вот встанет. Плавная остановка, она делается именно так. Педаль сцепления. Что же такого в ней интересного? Давайте сначала расскажу о положении ног, да, как они должны находиться, потому что это один из важнейших моментов, который позволит вам сэкономить время для того, чтобы привыкнуть к автомобилю. Если говорить о расположении ног на педалях, то с газом и тормозом в принципе все понятно. Нога или стоит на пятке, да, если это позволяет размер ноги и конструкция автомобиля. Ну, бывают широкие вот эти расстояния, то есть и нога вот так вот может прыгать. В основном она стоит на пяточке между тормозом и газом, и идет работа, то есть перекидывание ноги сцепления. Идет работа перекидывания ноги с газа на тормоз.
Если говорить о педали сцепления, то тут все намного запущеннее. Скажу сразу, что 50 на 50 примерно инструкторов учат и отпускать, и ставить ногу по-разному. Каким образом? Варианта два. Или вы ставите ее на пятку, и у вас вот так работает стопа, да, что на отечественном автомобиле будет очень сложно так работать. Или у вас нога работает вот так. То есть пяточка висит на подъеме, и вы работаете ногой таким образом, прощупывая весь рабочий ход. В чем разница этих способов? Разница на самом деле очень большая. В основном ногу ставят на пятку те, кто учит на импортных автомобилях, потому что у них рабочий ход меньше, педаль нажимается мягче, и учат ставить ногу на пятку. На отечественных автомобилях рабочий ход педали он побольше, и если вы будете ставить ногу на пятку вот так вот, вы раз выжили, отпустили, у вас педаль, видите, куда опустилась? Уже на середину стопы. Потом еще раз вы выжили, отпустили, допустим, в пробке, когда вы будете ездить, педаль уже находится еще ниже, так сказать, середины стопы, и вам придется ее поправлять вот так вот. Конечно, это не дело, потому что у вас будет нога, во-первых, пяткой цепляться за коврик, коврик будет туда-сюда ездить, ботинки сотрете, вот, и педаль может выскочить в тот момент, когда вы будете вот так вот ее сдергивать. Поэтому оптимальный, ну и даже не оптимальный, а идеальный вариант — это работать вот так ногой. То есть в таком положении намного быстрее вы почувствуете и педаль, и автомобиль сам. Почему? Нога у вас должна работать в коленном суставе, и тазобедренный сустав, то есть должен работать. Бывает, вот ногу подвешивают вверх, отпускают ее вот так вот. Тоже это не дело. Если вы работаете ногой, не ставя ее на пятку, то ставить ее не нужно. Почему именно вот так надо работать? Ну, много всяких причин. Педаль, она создает упор в зависимости от сцепления, там, да, от конструктивных особенностей. Ну, килограмм 10, я думаю, она точно упор создает. Если вы, допустим, ногу поставили на пятку и начинаете вот так вот отпускать, вам будет намного сложнее контролировать, потому что совершенно другие мышцы работают, да, там и вот эти икры мышцы работают, и удержать педаль будет сложно. И обычно эти проблемы появляются на горке, то есть в тех случаях, где нужна будет очень тонкая работа педалью или на светофоре тронуться, вы будете глохнуть. Все из-за того, что вы поставили ногу на пятку и вас научили вот так вот ее отпускать. Также педаль сама будет скользить по подошве, будет зимой выскакивать. Как бы должна быть одна точка касания. Вот. Поэтому ногу всегда держите вот так вот и не сгибайте ее. У девушек обычно это хорошо получается, потому что они, когда приходят на каблуках, они как раз носочком выжимают и отпускают. Выжимают, отпускают. То есть чувствуют педаль намного лучше, чем когда ставят на пятку. Вот. И другая особенность, почему еще надо, ну, желательно, да, работать вот так ногою, не договорила. Педаль создает упор. Если вы ногу просто поставили, допустим, нога у вас 10, педаль упор 10, да, создает килограмм. И у вас получается, как педаль находится в невесомости. То есть не так трудно ее будет выжать, и не так трудно ее будет отпустить. Причем, когда вы отпускаете, работая, так сказать, коленкой, да, у вас работают большие мышцы ноги. Будет намного легче контролировать. И вот эти тонкие вещи, там, чтобы почувствовать рабочий ход педали, будет намного легче. Поэтому запомнили, что ни в коем случае не ставим на пятку, работаем вот таким вот образом. Какие же способы существуют начала движения и какими способами учатся начинать движение? Принцип какой? Двигатель создает крутящий момент, педаль сцепления, она передает этот крутящий момент с двигателя на колеса, ну, через коробку передач, да. Вот, поэтому у педали сцепления есть такое понятие, как рабочий ход. Ну, если вы видео просмотрели, то понимаете, о чем я вам говорю. Вот, автомобили настроены все по-разному. Идеальный вариант, когда этот рабочий ход находится посередине. То есть, если вот педаль выжать,
ее отпускать, у вас, ну, у педали, да, есть такое понятие, как холостой ход. Вот это. Он ни на что не влияет, это идут соединения дисков. Они еще идут сцепление друг другу навстречу, поэтому пока вы отпускаете холостой ход, с машиной происходить ничего не будет. Потом начинается такой момент, когда идет вибрация, вот как раз это идет рабочий ход. Рабочий ход, если все нормально отрегулировано, примерно, ну, 4 там, сантиметра, в зависимости от сцепления. Когда сцепление новое, он меньше, поэтому вам еще дольше придется задержку делать. А потом также идет холостой ход, который не нужен, так сказать. Вот машины настроены у всех по-разному. В каком плане? Если настроили, да, там сцепление новое, рабочий ход бывает делают вот тут. Вот так вот. То есть вы только начинаете отпускать педаль, рабочий ход сразу пошел, если бросите, заглохнет. Это вполне еще терпимо. Идеальный вариант, когда он посередине. Да, почему посередине? При занятиях на автодромах очень часто курсанты не выжимают, ученики точнее, не выжимают педаль и включают передачу. То есть она включается с хрустом или дергается машина. Поэтому идеальный вариант посередине. И самая, так сказать, плохая комбинация, это когда рабочий ход в самом конце педали. Когда сцепление уже, так сказать, маленечко пожгли, педаль поднимается все выше и выше, и рабочий ход начинает схватывать вот тут. Почему это неблагоприятно, так сказать, для начинающего водителя? Потому что он педаль отпускает, ждет рабочего хода, все это медленно происходит, и понимает, что его нету. И потом раз, так вот, рывок, и все, и бросил, и заглох. И основная задача работать с педалью и почувствовать именно рабочий ход. Это тот момент, когда у вас машина будет движение начинать. Когда он посередине, повторюсь, да, самое оптимальное расположение. Так вот, рабочий ход составляет примерно 3-4 сантиметра. Что это значит, рабочий ход? Это значит начальное соединение диска сцепления и конечное. Вот, и ориентируясь на принцип работы автомобиля, можно выделить 3 способа начала движения. Первый, да, способ начала движения. Начало движения на холостых оборотах. То есть за счет вот этих 850 оборотов, которые двигатель держит, за счет них можно тоже тронуться. Каким образом? Выжали педаль сцепления. Движение мы начинаем на первой передаче. Включили первую передачу. И начинаем сцепление подводить к рабочему ходу. Есть такое понятие, подвести педаль к рабочему ходу. Это как раз пропустить холостой ход. Ну вот видите, видео я сделаю. Вот. Идет сначала, так сказать, ничего не идет. Ни вибрации, да, машина стоит на месте. Это вот холостой ход. Вот он в начале педали. Потом начинается такой момент, когда идет вибрация легкая по автомобилю, детонация двигателя, и обороты начинают падать. Вот я начинаю движение на холостых оборотах. То есть задержку я сделал секунды в 3-4, педаль отпустил. Видите, да, что вообще ничего не нажимаю. Двигатель, так как работает, он раскручивает колеса. Вот на инжекторных двигателях, то есть машина у вас будет ездить, на карбюраторных она могла дергаться там, поэтому подавали газ. Это начало движения используется такое на холостых оборотах, в основном в пробке или на автодроме, допустим. То есть в тех случаях, где не нужна скорость, точнее скорость нужна, но нужна очень маленькая. Где надо там 2 метра проехать или потихонечку. Вот такой способ он применяется, чтобы встать, да, мы сцепление что? Выжимаем и тормозом останавливаем машину. На холостых оборотах учат трогаться, конечно, в основном на автодроме, потому что если учить с газом трогаться на автодроме на первых занятиях, то курсант палит сцепление или газует там до 3-4 тысяч. Вот. Второй способ начала движения какой? Это когда сцепление подводится к рабочему ходу, потом дается газ, повышается мощность двигателя, и сцепление обратно отпускается. Имеет такое место способ быть. Давайте покажу его. То есть вот мы включили передачу, начинаем подводить сцепление. Вот у меня пошла вибрация, это рабочий ход. Повышают обороты, и дальше сцепление отпускается. То есть тут какой принцип? Вы сначала нащупали рабочий ход, потом повысили мощность двигателя,
А потом, когда вы отпускаете педаль сцепления, вы всю эту мощность передаете на колеса. То есть, ну, крутящий момент, да, если уж точно быть. За счет этого, то есть машина у вас будет начинать движение быстро. Такой способ, он применяется, в основном он применяется на подъеме, на горке. То есть это вот тот способ, который применим, когда вы чувствуете, что машина может у вас откатиться назад. О плюсах и минусах расскажу чуточку попозже. Вот такой способ, он самый на самом деле распространенный для инструкторов. Почему? Потому что нагрузка на сцепление маленькая, то есть его сложнее спалить. И ученик учится сразу трогаться, так сказать, как на горке. Потому что потом этот способ его легко перенести на упражнение горка. И существует еще третий способ начала движения. Принцип похожий. Только сначала вы повышаете мощность, 1500-2000, там, ну, главное повысить мощность, да, а потом начинаете отпускать педаль сцепления. То есть вот показываю. Повышаете мощность и педаль сцепления. Как только обороты начинают падать вниз, это как раз говорит о том, что начался рабочий ход. То есть вы сделали задержку небольшую и сцепление отпустили. Такой способ тоже применим. Такой способ, он, я вам могу сказать, применим всеми водителями. Почему? Ну, как бы даже не применим, а пользуются все вот больше третьим способом. В тех случаях, где вам надо будет движение начать быстро, при выезде на кольцевое движение, при завершении левого поворота, при начале движения со светофора, да, когда вы стоите в первых рядах, вот этот способ, он больше результативнее, так сказать. То есть вероятность заглохнуть, она будет меньше, когда вы используете вот третий способ. Почему? Потому что вы сначала повышаете мощность. Вы повысили мощность, начинающий водитель, понятно, педали чувствует плохо. И если даже вы, допустим, чуть больше там бросили сцепление, видите, машина меня дернулась, она не заглохла. То есть она дернулась, но движение продолжила. За счет этого я рекомендую использовать третий способ. Потому что в основном глохнут как раз из-за того, что не хватает чуть-чуть мощности. И вот эту мощность вы можете дать газом, а потом уже работать с сцеплением. Более опытные водители, они учат вас сразу вот третьим способом. Или бывает учат как? Там, найти баланс, одновременно дать газу, потом сцепление. Оно теоретически на самом деле все правильно, но не для начинающего водителя. Это две разные вещи. Вождение опытного человека, да, и вождение начинающего. Поэтому лучше, если будут объяснять как начинающему. Вот такой вот способ. Если говорить о плюсах и минусах каждого из них, они применимы на самом деле. И если правильно поставить обучение, ученик все три способа эти прочувствует. Да? На холостых оборотах он будет ездить по автодрому. На горке он будет применять второй способ, когда подводите сцепление. Видео у меня есть на горке, можете посмотреть. Третий способ он будет применять всегда. Все видят, да, что водитель со светофора стартует быстро, и поверьте, они стартуют не первым способом на холостых оборотах. Они дают газу, мощность двигателя, да, зафиксируют, и потом работают с сцеплением так, чтобы двигатель не заглох. То есть педаль сцепления, она и отвечает за передачу крутящего момента с двигателя на колеса, да, через коробку передач. Поэтому еще разок покажу. Повышаем мощность двигателя и начинаем подводить сцепление и слушать. Этот способ, он лучше еще чем? Потому что, во-первых, вы можете зрительно отследить по тахометру, как работает у вас двигатель. Во-вторых, вы можете услышать, да, как падают обороты. То есть задействованы все три чувства, так сказать, для того, чтобы тронуть с места автомобиль. Поэтому лучше использовать третий способ. Не договорил. Есть же, если говорить о плюсах и минусах начала движения, то в основном ведь ученик глохнет из-за того, что поторопился, из-за того, что его напугали. Вот. А так как учебная программа, она направлена на усложнение,
Поэтому лучше применять третий способ. И минус вот первого и второго способа, какой он? Такой, что начало движения начинается с того, что вы подводите сцепление. Да, и если вы сцепление плохо чувствуете, то вот так вот подведете и приехали. Сзади начинают сигналить, все, тут все потерялось, что делать, курсант сразу забыл. Если же вы работаете с газом, то вероятность она чуточку, но будет поменьше. В основном ведь где глохнут? Это выезд на кольцевое движение, это завершение левого поворота, когда перекрывается вся дорога. И те ситуации, когда, допустим, существует волнение. Ну, это или когда ты на светофоре стоишь, или бывает еще случай какой, когда колеса встали в ямку, да, передние, ведущие. На холостых оборотах вам невозможно будет выехать. Поэтому лучше, если вы сразу будете мощность задавать, а потом уже начинать движение. Принцип вот как бы такой. Давайте еще разок покажу. Повысили мощность и подводите педаль. То есть, видите, двигатель начинает поспокойнее работать. Все, нога должна замереть. Нога замерла, потом отпускайте. То есть, чтобы начать движение, автомобилю нужно время. За 1 секунду он может стартануть, да, допустим, вот давайте покажу. Как быстро стартует, чтобы вот выехать, сделать такой рывок на кольцевое движение. Если использовать второй способ, когда вы подводите, даете газку, заглохнет обычно начинающий водитель, потому что он сразу пропускает сцепление на тот момент, когда уже машина должна ехать. А если вы задали мощность, там 2000, да, и потом уже подводите сцепление, у вас машина сразу поедет. Также и, видели, наверное, буксуют ребята, да, молодежь развлекается. Тоже таким же принципом. То есть они повышают мощность и работают сцеплением так, чтобы вся та мощность, она переходила на колеса. С опытом у вас маленечко будет другой стиль начала движения, и вот водители опытные, они как трогаются? Дают газу, там 1200, подводят сцепление, и потом работают педалями так, чтобы вся мощность двигателя передавалась на привод, но обороты оставались маленькими. То есть они балансируют нагрузку на двигатель таким образом, не давая и оборотам выскочить, и, так сказать, чтобы машина не заглохла. Но это с опытом. То есть это все приходит с опытом. А для начальных навыков вот такие 3 способа используют начало движения.